Привет, я Алекс, кто забыл. Сегодня я покажу, что у меня там внутри Yamaha MSX творится. Она немножко переделана и, как я понял, немного не так, как у других. Но, в принципе, ничего сложного. Вот такой новый красивый радиатор у нового красивого видеопроцессора. Посажен на термопасту, и сам процессор вот в панельку вставлен. Впаивать не хотелось. Вдруг еще раз поменяем. Вот эти зелененькие конденсаторы, десяточки, это фильтры по видео. Они поставлены в параллель резисторам, первый и третий от процессора. То же самое место, видеопроцессор, но с другой стороны. Я видел варианты с двумя перемычками, но вот нашел еще один с одной перемычкой, резистор через конденсатор на ножку. Эта версия тоже вполне рабочая, как оказалось. Тут еще один длинный провод верхний. Он уходит, вот он уходит через диод, цепляется вот на эту ножку. Диод нужен. Теперь замена биоса ПЗУ. Вот, обе поменены, и видим, что на одной проводок припаян, и он идет в дырку на ту сторону. Вот он выходит. Вот. Пошел. И он туда. Вот. Еще одна перемычка. Вот она между. Ушла на гребенку. Кейс селектор. И вот еще один прокинутый провод линии. Это разъем памяти. Сюда можно вот такую поставить платку. Это на мегабайт от кара. Вот так она ставится. Это разъем процессора. Можно поставить вместо одного процессора вот такую большую плату. Тут звук, вот эти вот две микросхемки. Ну и сам процессор. Чтобы подключить, нужны еще проводочки. Вот с разъема это два. Это не зелененький. Это кейс-селект как раз. И вот это вот. Это у нас выход звука. А это питание. Плюс-минус 12 для усилителя. Вот. Откуда взяли. С другой стороны этой платы регистр F4. Как раз разница между MSX2 и 2+. Вот он внизу собран. Но вообще он не обязателен, потому что для Yamaha есть прошивка, которая без него работает. А это все в собранном виде. Материнка. Это видеокарта новая. Это мег памяти. Это наш звук с процессором. А тут есть разъемчик, который пустой, и в который можно что-нибудь поставить. Например, вот позовушку с программкой какой-нибудь. Вот. Вот все еще раз. Платка. Вот подключили провода к звуку. Вот их 3 шлейфика. В 4-м ничего не нужно. С этой стороны в нижнем слоте Gotek стоит. Новая разработка.
Sonic'е мы смотрим на вертикальный и горизонтальный скролл, который есть только у нового видеопроцессора типа MSX2+. Вот живой. Работает. Вот так оно работает. Иногда странно. Есть нюанс. Плата в переднем слоте, там где обычно BIOS сетевой, вместе с картой звука, которая под процессором, одновременно не работают. Ну, потому что они висят на одном селекте. И тут нужно вот или одно, или другое подключать. Благо там один проводочек. Ну, вот как-то вот так.